Игорь Вуйко. Да. Популярный, один из самых популярных блогеров по сварке в России, Игорь 800. Да, друзья, всем привет. Кто будет смотреть, ну, если те, кто меня знает, они присоединятся, и они, в общем, для них вот этот вот ракурс, который за моей спиной, там, баллоны, даже он себе там чувака Вижу, распечатал да. на 3D принтере, там, баловался. Вот, те подключатся, зададут свои вопросы, и если вопросы, конечно, будут, мы на них ответим, но сегодня давай раскроем карты. В общем, Сергей вот недавно приехал, и я говорю, давай созвонимся. Он говорит, а что созваниваться? Давай вот прилюдно будем про сварку, да? Или про что Согласен. еще? Конечно, про сварку, правду матку. Ну, я думаю, все равно наши разговоры там немножко выйдут влево-вправо. Это нормально, опять же. Основная цель – это сварка. Так, у меня тут Мгм. кружечка, Красноярск, тут дублируется, точнее, с другой стороны, душа и сила Сибири. Так как я нахожусь в Красноярске, это мой родной город, где я учился, где я получил там все образования, где там у меня родители живут, и сейчас в данный момент я нахожусь тут. А что Кофе. у тебя? Что у тебя? У меня кофе с молоком. А у меня вода простая, обыкновенная. Ну, ты хоть пожарил? Ну, типа Ну, поджаренная вода. Кипяток. простая вода. М, Так, Понятно. ну Мгм. что, какие, Игорь, у нас новости в сварке? Я А, расскажу две минутки сначала вот сам буквально, а потом передам тебе слово. Что я Давай. увидел? Первое, что я увидел, то что, так как я, естественно, подписан на различных блогеров в социальных сетях, группы там, не знаю, ВКонтакте. Так, Александр, приветствую. Александр, привет из Москвы. Тебе привет, Александр, из Новороссийска и из Красноярска. Да, Ладно, вернемся. индивидуально. Да, вернемся к сварке. Что, в общем, я видел? Короче, компания Grovers, у них сейчас скидки с 1 по 19 мая 10%. Ну, это у них на сайте написано, в социальных сетях, там, не знаю, на все сварочное оборудование, что я увидел. Потом Сварову там 16 лет, по-моему, на этой неделе или на той неделе было, уже не помню. Ну, в общем, это такая большая длинная история, то, что 16 лет компании Сварог, охренеть. Вообще, молодцы ребята, это полжизни, блин, считаю, что провели. Точнее, ну, мы с ними там полжизни. Дальше что я видел? Смотрю то, что блогеры, такие как Алексей Петрухин, начали снимать обзоры на новое оборудование Каерда. В общем, расскажу теперь историю. Кстати, и завтра я тоже буду снимать обзор на это оборудование. Теперь немножко поподробнее. У нас в России была компания Кемпи, Кемпи РФ. И там была директором Дмитриева Евгения Николаевна. В общем, когда Кемпи РФ закрылась, Евгения Николаевна ушла в компанию «Вариант А». Это ИТС «Энерго». Ну, в общем, это, грубо говоря, это компания, которая занимается сваркой. И они совсем недавно привезли новый бренд сварочного оборудования, красненькие аппараты «Каерда». У них есть сайт «Вариант А», где есть это все оборудование, и Алексей Петрухин уже снял пару обзоров на это оборудование. И я завтра тоже буду снимать обзор. Ну, как обзор? Я себе нормальную видеокамеру купил для ноутбука, и тебя тоже надо замолвить советчика, чтобы и тебе присылали эти аппараты. Ну, в общем, ну что, новый бренд, новое оборудование. Цены, характеристики, ну, в принципе, сам все посмотришь, могу там чуть попозже, там, или даже вообще в описании к этому видео, хотя нет, как бы сказать, мне за эту рекламу никто не платит, и это я делаю просто, как бы, там, не знаю, для информирования и так далее. Это делаю на своих началах. Ну и вот, в принципе, что я увидел по сварке. Опять же, кстати, прошли выставки в Екатеринбурге, была металлообработка, или там Урал-сварка, как-то так она называлась. Скоро будет выставка. Прошла также выставка в Санкт-Петербурге по сварке. Там В Чебора активно. Беларуси. Да, в Белоруссии, кстати, прошла выставка. В том году я был, в этом нет. Что еще? Скоро будет выставка в Москве, по-моему, в конце мая, если не ошибаюсь. Ну, в общем, движуха идет. И вот, в принципе, все, что я знаю про сварку. Ну, ты как бы сейчас рассказал это с той стороны прилавка, да, вот именно когда ты вот Во, прикольная да, фраза, да. да, когда ты продаешь эти аппараты, и ты как бы знаешь там что, куда, сколько там, вот это подковерная возня, как бы, благо у нас зрителей целых 4, но я думаю, что в повторе у тебя обязательно это видео кто-то посмотрит, и в Конечно. комментариях напишет, да, к какому прилавку он относится, там, с какой стороны стоит. И классно, здорово эта информация, что новый бренд говори. Еще буквально хочу сказать секундочку, извини, то, что тебя перебиваю, сразу тебе прям слово дам, и все, и буду молчать.
Короче, а что я вижу тенденцию такую, то что у всех идет повышение цен. Ну, во-первых, это связано, естественно, с курсом доллара, потому что если доллар был там 2 месяца назад 60 рублей, там 62, то сейчас он 80 рублей. И то это ЦБ РФ, это как бы погода вообще. Настоящий курс доллара, за который покупает, он совершенно другой. То, что там пишет ЦБ РФ, можно вообще на это там не ориентироваться на Яндекс. И поставщики сварочных материалов, сварочного оборудования, блин, поднимают цены, реально поднимают цены. Ну, как бы в этом ничего хорошего нету, естественно, для простого человека, который там Иванов Иван Иванович в Новосибирске, либо в Новороссийске, какой-нибудь Игорь хочет купить себе аппарат, а цены-то растут вверх, как бы, и, ну, не только на оборудование, на материалы, на маски, на сварку. Кстати, по маскам. Еще видел то, что Текман пришли новинки у них там. В группе ВКонтакте есть группа Exist Porn, там мой знакомый Иван, вот он там делал обзор, и Nord 88 из Воронежа делал обзор на новую сварочную маску Текман, где 2.0 Дина. Я на стороне продавца. Привет всем. Юрий, приветствую. Юрий – это из компании Тена, ТЦ Тена, город Москва. Ну, кстати, они по всей России, у них там филиалы. Это дилеры Фрониуса и дилеры сварочного оборудования Каларк, турецкая, ну, хотя уже, как сказать, было турецкое, теперь это российско-турецкое, потому что там есть свои разработки. В общем, тут много кто собирается, смотрю, из народа. Так, ну все. Короче, цены растут вверх, и как бы из этого ничего хорошего нет. Так, ну, много информации, прям так хоп, с тазика выдал на всех. Смотри, по поводу нового бренда, да, продолжу свою мысль, вот эту закончу, что не буду упоминать бренд, красненькие аппараты, когда заходили, там история 27 инженеров, отколовшихся от бренда. Говори. А я даже слышал, по-моему, этот бренд, и, по-моему, я даже его знаю. Ага. Да? Очень, очень странно. Ну, ты прям осведомленный. В общем, история какая? Этот бренд заходил через ту легенду, что 27 прогрессивных инженеров там, короче, сказали, вы старые эти человеки, мы с вами не по пути, короче, кеды жмут, сделаем свое. Зашли, что-то, ну, как бы были продажи, там, и на обзорах были, даже я как-то работал на этом аппарате, был у меня в собственности, вот. И как бы все, аппарат сдулся, все ушло, и ну, ушло оно по какой причине? Во-первых, ну, те, кто покупали эти аппараты, они, конечно же, как формируются, когда у тебя есть какая-то вещь, ты не скажешь, ну, по крайней мере, ты не признайся, блин, я купил телефон, такая вот я лошара, короче. Ну, типа, не, ну, на самом деле, вот этот телефон, он довольно-таки недорогой, телефон бронебойный, Понял. самый обычный, 8800 рублей, потому что бьется он точно так же, как и CAT S61, да, там за 60. Ну, в общем, смысл какой? Подытожу, что все это сварочное оборудование, это все здорово, это все круто. В рекламных проспектах, что это дело описывают, волшебная синергетика, да, нажал на кнопку, неважно каким пальцем, хоть вот этим, за тебя все оно сделается. Это все здорово, но по факту потом получается, что и даже на выставках, я всегда говорю, ребята, вот вы на выставку приезжаете, пластинки, да, нарезанные пластинки алюминия 3 миллиметра, 4 миллиметра, 10 миллиметров, может быть, там на некоторых стендах видел. Вот, это вся история, как бы, знаешь, я вот сейчас вот пошел по тому пути, что ТСС, да, прислали мне свою новинку, как бы, спасибо тебе, там тоже шепнул. Вот, я на них сделал обзор в средних диапазонах, там сварочный ток, алюминий, АМГшная пластинка, АМГ-5, 4 мм толщиной, швы прям вот, ну, нормально получается. ПТК, тоже у них как бы бюджетный аппарат, средний диапазон настроек, аппарат, хоть там написано, он вроде как-то CDC 200, там что-то, какое-то название, вот, ну там по факту было 180. Я когда им задал вопрос, говорю, а что, ну это что, это лютый такой маркетинг? Они говорят, нет, слушай, рассчитывали как бы одно, получилось по факту документы, чтобы изменить, мы уже вот продаем, говорит, вот на сайте написано, на самом аппарате 180. Короче, и он тоже нормально варит, поэтому, когда ты знаешь, там оборудование классное, здоровское, как есть некоторые еще фанаты бренда, они постоянно в аргумент ставят, знаешь, что ты говорит, ну, просто я там сейчас с Сиборой, как бы они говорят, что ты со своей Сиборой, блин, он кемпи, ими подводные лодки варят, а ты тут, блин. Ну и, короче, в таком все это формате и в духе. Вот, поэтому мне очень, знаешь, что понравилось, что в последнее время производители, неважно какие, вот, которые по-честному подходят к своему товару, прежде чем они тебе не продают, а потом, ну, типа, не получилось, разбирайся сам. У них есть
у многих, у некоторых брендов есть поддержка своя, да, в виде там, неважно, там блогеров, там какие-то свои школы, какие-то обучающие. И самое главное, что перед покупкой можно прийти в демо-зал, даже со своим каким-то, не именно как пластинки, да, вот эти, ой, смотрите, какой шовчик на пластинке, блин, ну, прикольно, блин. Ты можешь взять реально свою какую-то штуку, ну, не притащить туда грязный топливный бак, а ну-ка, дайте я сейчас тут проверю в реальных условиях. А реально со своими какими-то материалами, там, тоненько, что хочешь, принеси, ты можешь попробовать перед покупкой пожужжать, что называется, пощупать, вот это здорово. И, кстати, такие демо-залы, они есть не только в Москве, да, потому что это вообще отдельное государство. Да-да-да-да. Мне, чтобы тогда приехать на Рузвелт, который был, да, я тогда рассказывал, даже видео заснял, на машине от меня до Сочи 8 часов на машине, потом самолетом, и потом, как знаешь, как этот Ломоносов, тот в Москву за обучением, а я за то, чтобы пожужжать на аппаратах, ну и с тобой увидеться, там, с другими ребятами. Поэтому, честно, то, что привезли классное оборудование, здоровское, надо, чтобы о нем было еще больше информации, вот, что называется, пожужжать, и чтобы это было вот доступно и в регионах тоже. Потому что в Москве продают, а в регионах работают. Ну, как бы вот такая. Согласен. И еще тут такая важная штука, как мне кажется. На самом деле, вот сейчас привезти, там, не знаю, 2 контейнера оборудования, какой-то 10 контейнеров оборудования с Китая, любого сварочного, большого ума не надо. Вот там, не знаю, минимальные знания, и там, и чем я раньше занимался, да это любой может разобраться. Там вопрос цены, там, где удешевить, где что там подешевле привезти, либо там с таможней. Ну, короче, привезти 10 Маркетинг. контейнеров оборудования, да, в Россию, а дальше-то что с ним делать? То есть большого ума не надо привести. А дальше что? Нужна большая компания. Нужны люди, которые понимают в сварке, которые разбирают в сварке, которые понимают, что нужно потребителю, какие нужны настройки. Потому что я часто видел, когда я работал, различные компании привозили такое дерьмо, такое оборудование, которое, ну блин, оно там вообще функций нету, ничего нету, работает непонятно как, все в попугаях каких-то, и они такие, блин, а мы продать его не можем. А зачем вы его вообще заказывали? Два этих контейнера там, не знаю, по супер-супер дешевой цене. Ну, то есть это я сейчас говорю к тому, что должна быть нормальная фирма с нормальными людьми, которые там работают, которые разбираются в сварке, у которых есть сервисный центр. Естественно, сейчас уже сейчас многие фирмы, многие компании, которые мы знаем на рынке, идут все-таки за репутацией. Репутация, на самом деле, это крутая штука. И, Игорь, а в Краснодаре есть у магазина Демозавы «Не хочу покупать другой сварочник без Демозава»? Так, там тебе вопрос, А Игорь, мы, про... мы, мы ответим. И мы ответим Окей. про демо-залы, про все остальное. Я даже в пределах Краснодарского края, я вообще сейчас, ну и давай, раз уж тебя перебили, ты очень легко перебиваешься на эти все темы, на комментарии. Но ты же не настоящий блогер, но Да-да-да-да-да. 4000 подписчиков и 15. Сидят два таких Согла- воробья, да, короче. Сидят, мы все это поле там перетопчем. В общем, по Краснодарскому краю, ну, я как бы давно эту идею, давно, ну, кто на меня там еще в Инстаграме был подписан, там, ребята, 18-19 год, в 17-м была такая идея сделать, я как бы занимаю сторону не именно там покупателя или продавца, у меня третья сторона, в которой, ну, плюс-минус расскажу правду, естественно, всю правду нельзя рассказывать об аппаратах, потому что в любом оборудовании есть какие-то нюансы, и человек за время пользования своим аппаратом, он какие-то эти нюансы, он с ними просто не мог, ну, не сталкивался ну, по характеру выполнения работ. Но зная их, он потом скажет, так вот, это же, вот посмотрите, какое говно, вот хорошо, что я купил вот этот бренд, а не вот этот говнобренд. И вот, чтобы вот эти волны не поднимать, как бы, поэтому я и некоторые вещи не договариваю, ну, потому что, вот, и возвращаясь к этому, хочется иметь много, ну, по крайней мере, чтобы, ну, аппаратов, которые вот людям востребованы. И я же там практикую такое, люди там приезжают не то, ну, условно на обучение. Обучение это что такое? Это просто тебе нужно там понять, будешь его покупать аппарат, не будешь, может у тебя какая-то задача стоит, или просто там хочется пообщаться, или еще что-то. Люди приезжают, как бы эта тема востребованная и интересная. И возвращаясь к этому, в Краснодаре можно ли пожужжать, и если вам интересно какое-то оборудование, приобретение, вполне даже, ну, если это Сибора, там, то есть такой, как демо-зал. Кстати, 4 мая еду еще на одну пусконаладку, наладку Сибора Sinstar 270 с СРС, Splatter Reduction System. Короче, там сварка нержавейки, все дела. Так, Я тебе СРС– это подача холодной технология. проволоки?
Не-не-не, SRS это технология Spatter Reduction System. Там, короче, замысел в чем, что из аппарата полуавтомата в двойном импульсе Ага. у него еще, помимо клеммы заземления, выходит еще одна прищепка заземления. И, короче, ты прописываешь горелку, ну, то есть ты делаешь калибровку в аппарате горелки по сопротивлению, потому что все горелки, несмотря на то, что они, допустим, там 4-метровые, неважно, с жидкостным охлаждением, без, у них свое внутреннее сопротивление. Аппарат во время... Говори. Ну, Я хорошо, уже... хорошо. Да расскажи до конца. Ну, в общем, поеду на пусконаладку, я снимал видео, я ездил даже, ну, то, что происходит в Краснодарском крае, я эту тему как бы, ну, зачем мне снимать, когда человек приехал без опыта и показывать его, что он там где-то стесняется, где-то он реально криворукий, там, ну, я поставил ему руку, а то бы он без меня не смог. Мне интересно решить задачу, и сейчас надо дойти до этого. Ездил на предприятие в Новочеркасске, это в Ростовской области. Я даже заснял видео, как я там за 2 дня помог парням, ну, не то, чтобы подобрать технологию, а немного подправили то, что у них там получалось корявые швы, они даже не показали, они все это, ну, убрали, потому что там была жуть. А была жуть почему? Там совокупность факторов. Не из-за того, что они криворукие, а, во-первых, у парней не было опыта работы на хорошем оборудовании, не было правильного газа, не было правильной подготовки. И вот это, знаешь, чуть-чуть, а в итоге получалось, что вообще был полный капец. Я говорю, ну покажите, что получалось. Нет. Хотя они по России там системы водоочистки там поставляли довольно-таки за серьезные деньги. Но помогли, все это дело исправили. Сейчас до пластинки нужно дотянуться. И пока там можешь что-нибудь это парням Давай. рассказать. А я пока расскажу про систему, как Игорь сейчас говорит. Так, нам надо начать сотрудничество по идеологии совпадаем. Так, это потом Игорю сам лично Юрий сообщение напишет. Теперь, по поводу системы изменения контура, и как ты правильно говоришь, вот есть полуавтомат, и мы подцепили горелку 3 метра, 4 метра, 5 метров. Естественно, сопротивление у нас меняется. То же самое у нас есть длина шлангпакета. У нас шлангпакет может быть 5, 10, 15, 20, 30 метров. Офигительные швы. Круто. Вот это я понимаю. Ну да, смотри, причем это человек на второй день обучения, он уже сам, ну как, не обучение, то есть он полуавтоматчик, работал на оборудовании. Подобрали с ним, я ему объяснил принцип настройки двойного импульса, там даже до этого СРС особо, и вот так этот двойной импульс, ну в двойном, как, дабл пульс он называется, то есть это импульсный режим, точнее это пульс режим в импульсе. Это же не, ну, ты как бы Я понял, понял. да, и вот он такие шовчики, как бы, знаешь, когда он показал своему начальству, там, директору, он говорит, а что получилось, ему показали, он говорит, да ладно, говорит, ты что, на черняге так можно, и на черняге можно. В общем, тоже завтра поеду с таким же на пусконаладку, парни приобрели, ну как приобрели, то есть там получается оборудование довольно-таки дорогое, комплект почти 600 тысяч, там, ну, со всеми вот этими делами. Вот, и завтра поеду, и я думаю, что все их устроит. Но тут, понимаешь, как я могу вот так вот заварить, но задача, самое главное, приехать и передать какие-то... Настроить и передать опыт. Конечно, Да, конечно. да, да. Показать нюансы и так далее. Да, и получается, вот я почему в самом начале твоего стрима сказал, что, ребята, вот это что выставка, да, там стоит он на эти пластинки, он там так эту руку набил на этих пластинах, что он так посреди ночи его пни, он там встанет, так же заварит. Меняются условия, меняется там, грубо говоря, там формат этих пластин, там какое-то соединение, что-то вот уже когда у тебя, знаешь, еще с чем столкнулся, когда приезжают парни на обучение, ну в самом начале был, Ага. вот у него все идеально, ну в наборе моего инструмента, когда он уезжает к себе и начинается, а почему у меня вот это не так, и давай с ним, а какой у тебя газ, а какой у тебя шланг, а какой у тебя редуктор, а как ты это, и получается вот, я ж почему практикую, не приезжайте там ко мне, да, лучше я к вам приеду, и вот с чем вы работаете, уже, ну, это самореклама, короче, ну, может, мало ли твоя аудитория скажет, все, мы в очередь. Шутка. В общем, завтра тоже поеду вот таким вот заниматься, ну, там толщины немножко другие, но от 3 до 10 миллиметров. Будем пытаться. Понял. По поводу этой технологии немножко завершить разговор. То, что Да. когда мы меняем длину горелки, когда мы меняем длину кабель массы, когда мы меняем длину шланг-пакета, естественно, оборудование должно это все видеть, подстраивать. И такая технология изменения контура сопротивления есть у многих брендов. Ну, ты сказал про Чебору, я просто не знал, наверное, оно и есть, как ты говоришь. Такое есть у Коларка,
у турецкого оборудования, там, российского, такое есть у Че, такое есть у Фрониус, такое есть у Кемпин. То есть у многих оборудований, брендов такая штука есть, это реально работает, это реально помогает. Она очень-очень удобная штука. Я хочу даже, ну, заострить внимание. У меня сейчас с собой здесь, ну, у меня там в гараже, просто я Ага. сейчас нахожусь в мобильной мастерской. У меня есть такие, где, знаешь, это всякие такие штуки я скидываю, которые ненужные, там, которые уже отработали. Э, Только съемные наконечники, вот ты говоришь, что меняется сопротивление, все остальное. Ну, блин, у меня, к сожалению, сейчас обычного... нет, вот смотрите, обычный есть, среднего у меня нету. Сейчас, минуточку. Не подготовился. Вот, вот. Сейчас я вам, раз уже зашла тема про полуавтомат, я вам все это дело покажу. Посмотрите. Ты говорил про горелку, сопротивление и все такое. Токосъемные наконечники, которые китайские, которые усиленные китайские, и которые сиборовские. И даже если их менять между собой, то, естественно, где там площадь соприкосновения с электродная, ну, проволока, которая уже выходит из сопла, то есть, ну, вот она разница. То есть по диаметру даже, наверное, тоже будет видно, что усиленные Да, наконечники, да. они тоже как бы побольше и потолще. Но вот эта вот вещь, и они как бы, правда, ну, дорогие, но к На чему я их самом показал? Да, деле, я сейчас давай. вот закончу, потом это. Да, когда ты говоришь, что меняется сопротивление, да, вот когда-то в синергетике мы же крутим одну крутилку, и у нас регулируется тем самым, там, ну, скорость подачи проволоки, отсюда вольтаж растет, и как показометр амперы нам тоже рисуется. Так вот, свариваешь на этом токосъемном наконечнике, и по синергетике ты примерно там толщина, там тройку ты выставляешь, и примерно режимы попадает. Только ты меняешь в горелке вот такой обычный токосъемный наконечник ставишь, и в аппарате уже отображается другой вольтаж, потому что, ну, все это дело меняется. И когда начинается у парней, блин, аппарат не сваривает, вот это все херня. А потом я говорю, ну пришли, блин, фото горелки, что у тебя там? И на аргонодуговой такая же фигня. У него либо какой-то квач там непонятно, там, я говорю, когда ты вот последний раз менял этот токосъемный наконечник, он весь черный, он так, ну, вот эти вот все моменты, они очень критичны к расходке в полуавтомате, особенно в таких, где есть энергетика, где аппарат, он не просто ты выставил, а он же потом еще снимает показания, что у него там происходит. Вот этим и отличается. То есть, я знаю, что да нафиг мне покупать эту вашу Сибору за 14 тысяч, когда пойду там куплю какой-нибудь no-name Dragonfly там какие-нибудь на Алиэкспрессе за 15 тысяч. Чел, если у тебя стоит, ну точнее, если у тебя нет каких-то определенных требований, да тебе никто не навязывает. Но когда ты хочешь что-то решить, пожалуйста, уже есть готовые решения, которые будут работать. Вернуться Вот. к этим наконечникам, также вот свои наконечники есть у ЕВМ, у Фрониуса, и есть куча исследований, вот тоже вот Чебора. В перспективе, вот если задачу нужно сделать здесь, сейчас, и денег нет, то да, китайский наконечник подойдет. Но если вы работаете там месяц, два, полгода, если вы смотрите вперед, и это окупается, это гораздо дешевле выходит. Ну, то есть есть куча исследований, куча таблиц. Ну, как бы тут не нужно придумать велосипед. Если ты поначалу думаешь, что, блин, да наконечник стоит в 5 раз дороже, да, он в 5 дороже, в 5 раз дороже, но ты сэкономишь гораздо-гораздо больше денег. Там на простой, на сами эти наконечники там, и так далее, на брак. Ну, то есть тут опять же это все уже давно просчитано, и, конечно, лучше покупать нормальное оборудование, нормальную расходку, нормальные наконечники там и так далее. Это все гораздо лучше. Да, это подтверждение, знаешь, какое? Немножко, ну, не то что смежная, а другая тематика. Вот постоянно сваривают сварочное оборудование с автомобилями, да, там ты с точки А в точку Б доедешь, но комфорт, время, там в пробках, кондиционер, гидроусилитель, автомат, так же самое, смотри, когда люди покупают дорогое оборудование, ну, не люди, а я имею в виду производство, вот он хочет решить там за счет технологии, которая придумала компания. Вот они говорят, ребят, да, у нас там вот есть вот такой аппарат, вот с такой горелкой, вот с таким наконечником, отдельная синергетическая программа, ну, как, допустим, в случае Сибора, она там продается отдельно, ты ее можешь купить, можешь не покупать, то есть нужна она тебе, не нужна. И это, знаешь, как вот если сравнить с автомобилями, вот есть автомобиль, он там, допустим, ну, какой-нибудь там Audi Q7 какой-нибудь, да, там, ну, хороший какой-нибудь такой, да, и производитель тебе говорит, слушай, заливай вот такой вот бензин, и не меньше. А ты такой, не,
Ты знаешь, короче, там сэкономил, блин, поеду вот там вот какая-нибудь заправка, там, Суходрыщ, Мед, Газпром, нефть, Юг, там, что-нибудь такое. Дайте мне бензина, а какого? Да нет, давай 92-го, короче, плюхнем туда. И это та же самая история. Потом у тебя начнется дергание, а я не призываю вот покупать именно вот такой. Я просто говорю, потому что когда есть технология, да, и когда тебе говорят, что есть вот это, и оно будет работать. А все, что другое, ты вносишь свои коррективы в этот, ну, пожалуйста. Точно так же, как давление в шинах, да, вот тут ты, допустим, рекомендовано там давление там 2,4 Да-да-да-да. килограмма. У тебя будет расход, к примеру, такой-то. Ты только ездишь там, сделаешь 1,5 килограмма, у тебя сразу увеличится расход, и ты такой, блин, почему? Да, чувак, ну потому что до тебя грамотные дядьки все это дело как-то рассчитали. А еще Вот. есть умельцы, которые с давлением в шинах, они, как сказать, играются и делают так, чтобы площадь соприкосновения с асфальтом была меньше, Пятно тогда расход контакта, да. меньше, да. И, в общем, А потом еще потом, жалуются, почему на трассе нет, меня так кидает, почему? да, и где он в поворот заходил, там, я 80 заходил, шины перекачал, он там на 40 километрах тебя с дороги сносит, они думают, ну, Да-да-да-да-да. короче, да, слушай, ну мы уже пошли по всем тяжким, блин, да. Вот, да, истории вот эти все есть, и аргонодуговые аппараты, я просто, знаешь, как бы, ну, я-то сам из гаражной вот этой вот аудитории, то есть, ну, и общаюсь точно так же там с парнями там, заводчанами, да, у кого даже есть свои такие уже цеха, ну не как цеха, сейчас сказал цех, ты там в Красноярске такой, хи-хи, ну типа, я имею в виду, у нас на юге цех это уже ангар, там, со станками там, и человек 15 там, работников. В общем, с такими тоже общаюсь, и получается, что, ну, все равно, как бы, у нас, знаешь, вот идет это смешение горячее, зеленое, тяжелое. Да, вот и выбери вот этим параметром. А что, какая задача у тебя первоначально, что ты хочешь решить там? Я хочу выпускать там чебуретки от Страдивари, но хочу вообще не вкладываться, но чтобы покупали за миллион. И вот, не знаю, я сам в этом деле варюсь, в этом котле, как бы, и блогеров некоторых не смотрю, с некоторыми вот общаемся, довольно-таки приятно и продуктивно, да. Кстати, а расскажи про Хугон, по-моему, у тебя был, или ТСС, что именно тебе отсылали? Ну, ТСС, я не знаю, ТСС. ТСС. Какая модель, не помнишь? Или... ТСС 200-амперная, самая бюджетная, но самый топовый из однофазного оборудования. Блин, я тебе сейчас даже точно, у меня сейчас тут телефончик под рукой. ТСС Evo TIC 200 ASDS, по-моему. Да, точно, точно так. Да, довольно-таки, ты знаешь, для своих денег, сейчас цены немножко изменились, но на тот момент, когда его прислали, он стоил 48 тысяч рублей. Кстати, он в розыгрыше. Любой человек абсолютно может написать комментарий случайным образом. Это все дело. Я уже так один аппарат ПТК отослал. Так, я Вот. сейчас после эфира прям пишу. Это еще Да, действует розыгрыш? Все, я пишу после конечно. этого эфира. Нет, я сделал, ты знаешь, я же тоже такой блогер, и я люблю как бы немножко поэкспериментировать с этими экспериментами. Смотри, я бы мог, присылали мне их так, я говорю, если вы присылаете, я снимаю честный обзор и с аппаратом делаю что угодно. Они, блин, без проблем, хочешь продай, хочешь это, я говорю, я его разыграю. Хорошо, это ПТК, это точно так же ТСС сделали. Вот. За его деньги, за 48 тысяч рублей, в нем довольно-таки, ты знаешь, я думал, будут какие-то ограничения. Ну, в плане там, либо где-то потоку, он что в ММА выдает 200 ампер, что на аргонодуговой, что в алюминии. Также у него регулируется частота переменного тока от 50 до 200. То есть вот с такими характеристиками, как у него, да, там по ПВ, ну, то есть все вот эти ТХ его сравни, он примерно его Неплохо смотрится. конкуренты. Да, и он еще, кстати, у него дизайн такой какой-то непонятный. В фильме про Риддика у них там были такие чуваки, которые там как пульт, и вот он такой с таким тепловизором каким-то на это. И вот у него тоже такой какой-то своя крышка откидная, но дизайн прикольный. Вот, и такие аппараты китайского заводского исполнения с такими характеристиками какой-то уже под сотку будут стоить. Сотка и это. Ну, мне просто, знаешь, как бы у них почему-то подключение не байонетный разъем на горелках, а именно на гайке. И как бы свою горелку я пока в этот момент не вник, то есть можно, наверное, было бы включить его в байонетный разъем горелку, а как-нибудь на газ туда что-то вот накрутить, где, ну,
между собой вот эти байонетные разъемы, они были только для электрода, либо можно было подключить в режиме ICDC. Не знаю, я этот момент не уточнял, но я думаю, что кто уже такими тонкостями занимается, да, там, или у кого есть горелки аргонно-дуговые, те не будут рассматривать прям такое бюджетное Конечно, конечно, приобретение. конечно. Потому что, когда люди уже поработав, а и у тебя тем более остались горелки, значит, у тебя был аппарат. А если у тебя был аппарат, значит, у тебя есть обратный отзыв, и с твоим аппаратом что-то случилось. Либо он у тебя работает, но ты рассматриваешь к приобретению для выездов, и для выездов, опять же, ты выезжаешь за пределы своей розетки в непонятное напряжение, либо работа от генератора. Короче, куча вопросов, которые можно было бы снимать. Вот, допустим, про Гроверсы я знаю, какие аппараты работают от генератора, какие не работают. Другие бренды знаю, которые не работают. Сибора знаю, Сибора работает вся абсолютно от генераторов. Поэтому, ну, и от просаженных сетей тоже. Поэтому вот я ж почему говорю, когда заходят производители на рынок, они, вот ты спрашиваешь, ну, есть менеджеры, а есть манагеры, которые вот он вчера там в видео сидел, а сегодня пришел там сварочные аппараты продавать, и ты его спрашиваешь, да, есть. Точно? Да, я тебя бери. Ты возьми, брат, я тебе скидку сделаю. Поэтому, блин, я как бы вот за такое, за продуктивность, чтобы было всем польза какая-то, да, вот польза. Два слова про Чебору хочу сказать. Когда в Рутекторе работал, когда занимались Чеборой, у них на самом деле это крутая фишка, и там на самом деле есть инновации, технологии, у них там куча патентов именно при работе, при нестабильной сети, при работе с генераторами там, и так далее, при просадках, потому что это их сильная большая сторона. Ну, опять же, потому что, они в этом, как сказать, профессионалы разбирались, у них там куча наработок в этом. Не зря ты говоришь, что каждый аппарат Чебора там работает с просадками, может там от генератора и так далее. Это очень сильная их сторона. У них, их все по миру, многие по миру именно по этой фишке и по технологии знают. Там чоперная технология, какая-то инверторная, там, короче, они молодцы в этом Я, плане. да, я немного оговорюсь в плане того, что которые есть как бы у меня, 180, 220, Электро 2015, вот и Синстар, и Pocket Pulse, они и Power Rod, кстати, вот такой вот маленький сварочный аппарат в пластиковом корпусе, который при своих 150 амперах может четверкой ионами прожигать дырки. Ну, в смысле, в металле отверстия там прожигать. Ну, вот, и знаешь, какая история, то есть, ну, я так за все бренды не могу сказать. Понятно, что Гроверс, Ижи, там, с ними различные там ПТК, Свароги, ТСС, это все история в Китае они делают. И наши как бы заказывают там, ну, говорят, как, допустим, Аврора, да, вот нам нужно вот это, вот это, вот это. Им там китайцы, наши говорят по-русски, те слушают по-китайски или между собой вообще, наверное, это так. Русский говорит по-английски, китаец по-английски слушает, Конечно, конечно. тех задания какое-то делают, Аврора со своей системой первой там пукнула прилюдно, второй раз что-то тоже нашли какие-то у них прошивки, там косяки. Сейчас они должны на выставку привести что-то там Аврора 2.1 или 3.0. Ну, короче, какое улучшение пошло. Ну, посмотрим, если доберусь туда, прямо интересно. Вот, а у Сибора, как я понял, что наши не могут диктовать никаких условий. Вот у Сибора есть своя политика, они даже закрывают все свои программные обеспечения, которые есть. Наши просто могут, поменять прошивку и присылают программатор. И то есть, как многие говорят, вот Сибора, наши, они просто, наверное, это слово как импортеры, да, или как это называется, как Импортеры, да, неофициальные, да, да, да. официальные представители, а не так, что, знаешь, как наши такие. Так, а что сегодня в моде? Пирожки с капустой. Ну давай, заказали, короче, туда. И функцию нам вот эту обязательно прилепите. Китаец репу почесал, такую функцию. Взял от Миллера, что-то дернул в пульс, который резко отсекается, плавно спадает. То есть как у Авроры было там. И пульс, пульс режим формы к пульсу будет. Это было у Миллера, у династии. Согласен, это сейчас то же самое такая аналогия про автомобили. Вот, грубо говоря, вот есть дилерский центр, там, не знаю, Mercedes, Audi, если они еще остались вообще в России. И дилеры, которые находятся в Москве, там официальные представители Mercedes, Audi, там других, они не могут говорить на завод: так, нам давайте пятое колесо сделайте, а еще крышу кабриолета, и еще там и шестую дверь поставьте нам в машину, и будем тут продавать. Нет. Завод, который находится в Европе, он продает по всему миру одно и то же оборудование с одними и теми же характеристиками, и там
Это не Китай. Вот ты правильно сейчас говоришь. Если позвонить там или написать менеджеру в Китае на английском языке, он тоже тебя смотрит на английском языке, как он ты говоришь, он тебе сразу же какую-нибудь функцию зафигачит, и часто такое бывает, когда по выставке идешь, ну, бренды китайские, я знаю, которые до сих пор сейчас есть на выставках, которые говорят, что это там супер премиум оборудование из Китая, самое лучшее. И я прекрасно знаю эти функции, эти лампочки, эти крутилки, которые по факту ты крутишь, а они ничего не значат. Это просто крутилка, которая вот, ну, как Ну бы... как, на лампочку же оно там нажал, лампочка загорелась. Это тоже ж технология. Блин. Неохота там, как сказать, сейчас там что-то говорить, но есть такие, это прям, как сказать, ну, это прям угар, это прям... Когда подходишь на выставку, говоришь, там, какой-нибудь менеджер встречаешь, а вот скажи мне, что значит этот переключатель? Он тебе рассказывает, а ты знаешь, что он не работает. Ты ему говоришь, давай его включим. Что изменится? Он говорит, блин, что-то ничего не изменилось. Ну и начинается там. А это вот лампочка, что у нас значит? Короче, если просто делать умели работу, компонент должна измениться. Так, давай пока мы прочитаем, что там нам люди пишут. Ты же Так, автор волшебного канала своего. Кстати, ребята, кто еще не подписан, подписывайтесь на Сергея. Разносторонний такой человек, как бы о сварке знает не понаслышке, знает все внутренние стороны. С той стороны прилавка, да? да, этим я раньше и Да. занимался. Конкурентов. Когда я еще, ну, как бы я сейчас с Гроверсом тоже общаюсь, Сергей мне говорит, а вот там молодцы Гроверсы, там здорово, как бы продали настолько-то. Я говорю, у тебя откуда эта инфа? Он говорит, ну вот там поискал в открытых источниках. Как это сейчас называется? Короче, есть такое направление. Ну ладно, давай читай комменты, что там было. Так, там психолог Металли, привет, Игорь. Так про демозалы. Именно в Краснодаре так и не ответил в демозал, кроме Чебора. Короче, есть в Краснодаре какой-то демозал, кроме Чебора. Ну, в Краснодаре, я, насколько знаю, на улице Уральской, там есть магазин «Все для сварки», продают сварочное оборудование, и вроде как парни, ну, по крайней мере, в 2019 году такая была у них услуга, там можно было взять аппарат, включить в розетку и там подсвыркать электродом, либо пожужжать, либо что-то поварить. Но опять же, все это сводилось к тому, что ты приходишь, ну там либо у тебя была какая-то пластинка, и тебе там продавец-консультант, о, смотри, видишь, как он там, или там частоту переменного тока накрутил, там аппарат такой, там он, блин, и все, человек довольный покупал и уходил. Да, то есть демозал там должен быть, мне кажется, в любом демозале должен быть человек, который, да, вот там тебе конкретно вот расскажет. Плюс он тебе не расскажет. Сначала ты должен прийти и сказать, я хочу сваривать вот это с этим в такой условии, в такой погоде и буду делать это от генератора. Что у вас есть? Ну, подскажите. Или там подберите технологию или еще что-то. А не так, что, блин, как этот аппарат. Вот тема очень интересная. Зайдите в магазин, ради интереса и скажите, продавец такой, чем вам подсказать? Скажите, дайте самый вот хреновый аппарат, который я включу в розетку, он меня просто вот треснет током, блядь, и все. Вот у него такого аппарата не будет. Вот все, что стоит на полках, это вот самое, что ни на есть. А ты что? Да это же лут. Да это отдельный контроль качества. Да в Китае каждый аппарат китайский. Почему китайцев много? Чтобы каждый аппарат брать и в розетку втыкать, чтобы проверять, работает, нет. Ну, вот такие вот истории, как бы, знаешь, ну, уже вот, блин, ну, я не знаю. Я с этим борюсь, точнее, не с этим, а мне кажется, вот все равно, как бы, поздоровее стали видео, и у многих там, и это, и уже нет такой политики откровенного санья в уши, блин. Я думаю, что я к этому тоже приложу. Конкуренция, это хорошо. Там тебе задали, Игорь, хороший вопрос. На Чебору денег нету, что скажешь по поводу Эверласта? Слушай, а на злобу дня. Сегодня разговаривал как раз с представителем, я не знаю фамилию, Шамиль. Шамиль, я Знаешь? знаю, да, конечно. Вот. С ним буквально вот сегодня разговаривали, как бы я говорю, слушай, ну я вот как бы там по мультибрендам, просто вот интересно сформировать что, как. И он просто говорит, нам это направление, ну, вообще не интересно, то есть Everlast их покупают, потому что, ну, очень хорошая реклама была у них в свое время. То есть, ты что, Everlast, это же Америка, это американский аппарат, американский аппарат. По факту, короче, ну, получается так, что если оно даже там где-то что-то поломалось, то куда бежать, что делать, то есть, ну, как бы аппараты продаются, ну и все.
как бы аппараты продаются. Вот, и про Everlast я скажу так, что любой аппарат вполне, вот смотрите, горячая, зеленая, тяжелая, да, по каким критериям оцениваем? Если вы говорите про то, что как аппарат, я скажу, что как и любой заводского исполнения китайского аппарат, вполне себе хороший. Будет ли он лучше Гроверса, Сварога, там какие еще, ну, чтобы вот все эти охватить вещи, ну, не знаю, не готов сказать. Если даже и будет, то в каком конкретном месте, да, там, по какой-нибудь определенной функции. Вот эти вот на миллиписечные миллисекунды, да, я постоянно приводил этот пример гонки Формулы-1, да. Какая машина выиграла? Вот это. Почему? Да потому что он проехал за 1 минуту 19 секунд 0,38 тысячных. А этот проиграл, потому что приехал за 1 минуту 19 секунд 0,34 тысячных. Ну о чем мы говорим? То есть сравниваем как бы вот одно яйцо, второе яйцо, там покрутили, да, а вот это вот получше. Оно примерно одинаково, но нет такого вау аппарата. Другой вопрос, если вы спрашиваете, а что ты думаешь про этот аппарат, все равно ты уже сделал подсознательно выбор. Тебе понравился блогер или блогерша, да, которая Конечно, там, конечно, конечно. ты уже, вот ты просто вот как бы, о, чё, как ты думаешь? Я такой скажу, бля, братан, бери, ты такого в натуре возьму. Или там наоборот я скажу, не, аппарат говно. И ты его просто, ты его возьмешь, но уже скрипя сердцем, и так, знаешь, а зернышко-то, вот, а он говорит плохо. Я наоборот говорю, все аппараты под свои, вот, ну, по крайней мере, которые я знаю бренды, вот эти даже кедр там, ну, не даже кедр, это не уничижительно, просто вот кедр, сварог, там, гроверс, там все вот эти дела, как бы плюс-минус они примерно одинаковые. А с покупкой набора вот этих микроплат, микроэлементов, всего остального, вы не за них платите. Вы платите за дальнейшую поддержку, гарантия в случае чего. Вы не смотрите в коробке, вам там, как знаешь, в Эверласте там кинули, у парня там, они покупали года 2 назад, короче, редуктор какой-то, газовый редуктор. Модный, да-да-да. Да, который подключение к американским было вот Да, этим да, баллонам, да. да, который, он говорит, и редуктор, он там вот валяется, горелка одна горит, ну, как бы педаль там такая какая-то непонятно железная. Ну, если вы вот это хотите купить, то покупайте. Я даже как-то в Инстаграме давно вот эту тему рассусолил, он мне там тоже говорит, ну смотри, ну они же там накидали. Я говорю, ну хорошо, ну, к примеру, возьми тогда Гроверс и по отдельности купи это все. Ну, тогда не было. Это сейчас хорошо, можно прийти в любой магазин по сварке, и ты можешь ткнуть пальцем, и что-то будет в наличии, даже у нас в небольшом городе. Я как-то в Ростове зашел в магазин, где у чувака, наверное, штук 20 только клем заземления. Просто, Ого. да, у него ну, я не буду, я у него там ничего не покупал, но просто я как-то в один такой магазин, блин, с винтовыми зажимами, есть маленькие, есть большие, есть такие, там 500 ампер, маленькие, то есть там только одного выбора вот этих клем заземления сколько было, не говоря уже про горелки, расходки для огней, и вот я тебе говорю, там фартуки, и если человек зайдет, забыл, это находится в Первомайском районе, ну, может, кто-то из Ростова знает Первомайский район, и дорога до Новочеркасска, и вот до улицы, блин, я просто вот в Ростове там был, вот реально, когда вот ездил туда на пусконаладку, я думаю, а ну-ка дай-ка зайду, с виду такой, ну, все для сварки, думаю, ну, просто ради интереса зашел и офигел. И если бы человек туда зашел с какой-нибудь там, ну, с денежкой, да, или карта какая-нибудь безлимитная, он мог бы там реально одеться в есабовские, кстати, они из продажи ушли, есабовские вот эти вот спилковые комбезики, маска, Классная сварочный роба, аппарат. классно. Классно, но, блин, все есть. Присадочные прутки, я говорю, что у тебя для чугуна есть? Там никель, феррум, да, 40 этот есть, блин, с молибденом есть. Я говорю, а 40-47? Он говорит, ну, есть. У него все. Я говорю, и потом я его спрашиваю, говорю, а вижу, мужик как бы, ну, такой, ну, не работяга, но видно уже такой пожилой в годах. Я говорю, а вы, наверное, ну, на сварщика, короче, не похож. И всю жизнь не работал там у станка. Я говорю, а вы как-то со свяркой завязаны? Он говорит, нет, я просто, говорит, вас слушаю. Вот вы, говорит, каждый приходите, что, говорит, вот один спросил, я, говорит, потом это привожу. И у него реально вот так вот все забито. Газовая сварка, редуктора, там вот у него все есть. Я тебе говорю, вот ты захочешь этим заниматься, вот насмотрится кто-то эфира, да, скажет, я хочу быть сварщиком, пойдет и купит. Сейчас уже с На, этим проблем нет. на самом деле есть такая стратегия в маркетинге, в продажах, вообще в бизнесе.
Расширение бизнеса – это увеличение ассортимента. Неважно, это покупают, не покупают. То есть, как ты говоришь, по сварке, бери все прутки, бери все горелки, бери все аппараты, расширяй ассортимент. Это реально работает. Ну, то есть, тут ничего такого нет. Это как бы там не у нас, это все там с Америки пришло, это реально работает. Так, там тебе вопрос. Игорь, раньше работал с брендом из Поднебесной. Они все одинаковые, так же, как стандартный сварочный процессор. Стереотип. Очень хочется передать вам в руки. Игорь, давай после эфира я тебе пришлю контакт, либо наоборот, я Юрий напишу Фомину, и вы обменяетесь контактами, хорошо? И там как раз про оборудование договоритесь. Ну, если вам это будет интересно, если тебе будет Не, интересно. да, мне интересно, я же говорю, что я сейчас вот так вот со всеми брендами, я как бы с Сиборой, да, у меня есть, я напрямую общаюсь с Денисом, с директором, и есть такой проект, он есть в нескольких городах, да, там Тула, Кирово-Чепецк, это и Евгений Знаю, Лысецкий, мы знаю. с ним, да, как бы там общаемся, тоже человек такой, ну, он мастер, это 100%, но человек такой своеобразный, как бы там со своим видением и представлением о процессе. Ну, ладно, вот. И есть Новороссийский, это школа Сибора. Ну, я даже, у меня вчера, я, короче, что сделал? Эфир порезал на некоторые фрагменты в виде видео выпускаю, в котором я объяснил свою позицию про обучение. Это не вот это вот вытаскивание с одной башки флешки в другую. Это именно помощь, да, такая помощь. И сказал, что обучение с моей стороны, оно не может не стоить денег. То есть я, как и все люди, там тоже у меня семья, есть свои потребности, там какие-то платежи, там все такое. Поэтому просто так по-братски, это вот такое вот общение, в котором в прямом эфире мы с тобой и так нормально общаемся между собой, вот, но хочется, чтобы выявлять, знаешь, вот на этой поляне выявлять здравомыслящих людей, и чтобы, мне кажется, у нас было побольше, но... Только что вопрос такой вспомнил у меня в голове был. А как ты, Игорь, относишься к аппаратам с Алиэкспресса, либо к расходке, либо, не знаю, к тем же маскам, может быть? Да к чему угодно вообще, именно Алиэкспресс. По Алиэкспресс имеет место быть. Сам там много чего заказывал в свое время. Ну, сейчас есть такая возможность не заказывать расходку, потому что кто-то предоставляет, там скажи, покажи. Ну, то есть маска ПТК, она сейчас не в кадре. В общем, БТК, я про очки снимал Видел, вот видел, эти. да-да-да. Это же тема, ну, я не хочу никого как бы там уличать в чем-то, но это же китайское все. Это китайская, и под другими брендами, не буду им делать рекламу, тоже продается та же самая маска. Там, это все идет оттуда. Просто Алиэкспресс это какая история? Я сам сейчас, давай, короче, я скажу, да, как я к этому отношусь, Ага. к покупке дорогих вещей. Сварочный аппарат это дорогая вещь, ну, пойти купить там бутылочку пива, да, условно, или сварочный аппарат, это две разные вещи. То есть, когда ты покупаешь сварочный аппарат, для любого человека. То есть ты лезешь на Алиэкспресс для чего? Чтобы купить его дешевле. То есть человек как бы посмотрел, говорит, а что я буду вот этим вот, сидит он там за прилавком, продает, и что-то накрутил там свои 15-20%, а я этой шляпе буду платить, блин, ну типа того. А получается, когда ты заказал на Алиэкспрессе этот сварочный аппарат, и он тебе, не дай бог, поломался, да, или сгорел, или там еще что-то. Или, как ты рассказывал, крутит, кнопку крутит, лампочка загорается, а дуга как была там на 50 амперах, она так и... Как бы вот эту историю, если ты конкретно знаешь, что да, у товарища в гараже он там, у тебя там какой-то минимальный запрос, там сделать, ну, к примеру, сам себе забор сварить, тебе там сварщик посчитал 150 тысяч, а ты, короче, посчитал, слушай, да, сварочный аппарат 15, там проволоки на 5 и 2 баллона газа, ну, условно. И ты можешь сам эту работу сделать, условно, за 40. И тогда ты, да, ты знаешь, что ты делаешь разово. Ты купил этот аппарат, ты все Конечно, это дело конечно, конечно. пожужжал, и все, поломается он, ну, хрен как бы с ним. Но когда ты для каких-то производственных вещей, ну, не стоит уже, знаешь, как во взрослом возрасте верить в эти сказки. Типа, посмотрите, там за 300 дебилы продают, а я куплю сейчас за 30, и не будет это. Кстати, супруге привет, мы ее в окно тоже видим. О, Маш, тебе привет передают. Я в окно просто Ну, видно. да, пускай помашет. Не, а то знаешь, как это... Ну ладно. Вот, поэтому по поводу расходки, тоже такая тема очень интересная. Снимал как-то обзор сравнения китайской горелки и Агни. Мгм, мгм. По проба на пятно, там все такое. Мне в комментариях начали писать,
что расходка бывает с Алиэкспресса, ну, газовые линзы вот эти, знаешь, большие, она бывает разная, бывает бракованная, бывает еще какая-то. То есть это парни, которые уже с этим сталкивались, да, они Так говорят, оно и что есть. На может быть самом деле у такое. меня тоже как бы знакомые и пишут про Алиэкспресс, грубо говоря, один и тот же товар с одной и том лейблом, маркировкой там и так далее. Ну, то есть совершенно разное качество, такое бывает, опять же. И мы прекрасно понимаем, там в Китае, там, не знаю, сколько там, 10 тысяч, 100 тысяч заводов. И какой заводов? Маленьких, мелких фирм, которые все это производят. И сегодня одно, завтра второе, послезавтра третье абсолютно. Да, тут еще понимаешь, какая вот эта вот история. То есть ты же когда, ну, покупаешь сверла, допустим, ну, была такая история, тоже заказал сверла, там, ну, давным-давно это еще было, там, R18, ну, по нашей, да, там, маркировки, типа, я думаю, ну, китайцы молодцы, короче. R18, это же, ну, не R6, да, а есть там, вот, R18. И ты, короче, когда я его начал сверлить им, и оно такое, знаешь, его закусило, и у меня шуруповерт его просто развернул. Ну, как, знаешь, Охренеть. оно вообще не каленое, ничего не было, но маркировка на нем была. Поэтому вот эта вот история, знаешь, как бы я на Алиэкспрессе заказал, есть люди, и они, с одной стороны, тоже правы, которые пяткой себе в грудь колотят и говорит, да ты чё, у меня это работает. Да, это лотерея. Это вот это лотерея, которая, вот знаешь, там у одного реально прокатит, у второго прокатит, у третьего прокатит, а у четвертый скажет нет. Или как вот история, у меня товарищ там, он пайкой занимается, радиатором, он прутки эти, но он только Касталин использует, там ФБК 192, вот, и он как бы к качеству привык. На том уровне, да, там не будет подделки, ну или может какая-то подделка будет, но там кто-то писал. Вот, на Алиэкспрессе такая же тема, он говорит, заказывал много раз прутки вот эти вот, ну, которые аналог. Ага. Одни приходят нормальные, вторые приходят вообще непонятно. То есть лотерея. Готов играть в эту лотерею со сварочным аппаратом? Да, пожалуйста. Твои дела, блин. Ответственность Э, твоя полностью, да-да-да. Конечно, да. И завершая разговор, я сам, ну, там, я сейчас недавно фотоаппарат, да, как бы себе там, ну, приобрел, и получается, что есть вариант, можно было бы прям процентов на 25 купить дешевле. Ага. Да, прям притащить откуда-нибудь, там, что-то сделать, там, но такая вещь, которая в первую очередь, ну, понятно, что там Ростестовские, они все дороже будут, ну, потому что там налоги, все по-честному, по-белому, поэтому, но я все-таки оборудование не дешевое, я лучше взял у того, кому я потом могу прийти и в глаза Конечно, посмотреть, да, конечно, конечно. условно, как бы, что да как и почему именно там, или что-то случилось, или это. А вдруг оно восстановлено? Очень, очень частая история, когда на Алиэкспрессе покупаются различные камеры, видеокамеры, фотокамеры, различное оборудование, айфоны, да, они восстановлены. Вот он, допустим, там ляпнутый экран или еще что-то, они поменяют это все дело, продают потом тебе как новый. Да не будет, ну, понятно, что в Китае это не облагается налогами, там, таможнями, но все равно китаец, если он тебя не протянет, ну, это не Китай. Ну, как бы, вот тоже там рассказывали, дают тех задания, ну, это истории про сварочники. Вот нам надо вот это, а это такого цвета, а тут именно вот на этих компонентах, чтобы так было. Да, да, да. Один прислали такой, да, такой, потом на тебе ящик прислали, а там ну ты же, говорит, первый мне такой прислал. Ну, там, ну мы подумали, что это. Да тебе не надо думать. Тебе сказали такой цвет. Есть такое, согласен. Я в Поэтому, этом поэтому, работал, и ты знаешь. да, поэтому эта история, как бы, ну, хорошо, и пожалуйста. Ты спросил мое отношение к Алиэкспрессу, отлично. Ну, купить вольфрам там за 500 рублей пачку, ну, хреново вольфрам выкинул. Что-то дорогое, блин, просто вот настолько. И опять же, как я и сказал, что одному придет нормальный, допустим, аппарат, а второму придет, там, может уже цвет поменяться, ну, условно, там, потому что другая партия, и китайцы, если каждый думает, что на Алиэкспрессе вот там, я же просто себе там аккумуляторы вот эти, да, ну, для фотоаппаратов, как бы у Ага. нас они дорогие, если оригинальные покупать, там цена одного аккумулятора 15 тысяч рублей, как бы, и нет, я на Алиэкспрессе их заказал, но я знаю, что это аккумуляторы, которые, ну, как бы, они могут не работать, но самое главное, там отзывы почитал, что ни одну камеру еще не спалили, ну, типа там что-нибудь не закоротнуло,
Вот, я сам купил такие аккумуляторы и чему говорю? Они продаются во многих местах, но не все являются вот эти продавцы производителями. Они друг у друга перекупают. Конечно, конечно. И когда в сообщении я с одним, вот с этим, у которого заказал, я говорю, слушай, ну, вот то, что заявлено, это все нормально. Я говорю, ну, если там не будет соответствовать, там, спор, все дела. Я говорю, просто ты пришлешь и потом решишься. Он говорит, нет, у меня вот как бы на вот этих батарейках, которые за эту сумму, я просто клею наклейки, емкость там меньше. А на тех, которые как бы вот там чуть подороже, они соответствуют, потому что я там использую какие-то элементы. То есть ты общаешься с продавцом, он тебе говорит, да, чувак, есть вот, ну, потому что востребовано, да, написано там 2650 миллиампер, а говорит, там ну, чуть меньше. И есть, говорит, чуть-чуть дороже, но там они реально есть. Поэтому это сам продавец говорит. Ну, об этом никто же не спрашивает. Ну, когда ты начинаешь спрашивать, Да, да, такие да, да, по-честному да. говорят. Ну, а ты же не спросил? Ну, я тебе не ответил. Вот. Поэтому Алиэкспресс это лотерея. Лотерея. Какие игры у тебя в ближайшее время видео выходят? Я даже сейчас записал. Я начал все-таки делать это все немножко системно, для того, чтобы плюс-минус придерживаться, потому что иногда бывает, вспомнил, будет про горелку ПТК, прислали Мгм. у них новая серия Snake, я ее тоже там разыграю, и вот. Будет у меня полуавтомат тоже в розыгрыше ПТК, самый такой недорогой. Второй полуавтомат от ПТК, там модель у него D99, там с двойным импульсом, все дела. Кстати, газовый смеситель газа, аргон, Ого. СО2. Да, они вот прислали, в коробочке стоит, как бы, и тему начал тут тоже ковырять, и посмотрим. Мне самому интересно, я знаю, что полуавтоматы на черняге, они плюс-минус будут все, ну, плюс-минус одинаково работать, особенно с профильными трубами, там, каких-то вот там ставровых соединениях, там, листы поварить, швы будут, ну, прям вот не отличишь, где Сибора, там, ЕВМ и все остальное. А вот двойной импульс, там, алюминий и нержавейка, ну, хотелось бы, конечно, я знаю, там, как это все дело должно работать, и причем, что, когда если видео посмотрите, искр реально не было. Я вот так вот камерой подлазил, как бы процесс идет сварки, а искр нет. Ну, хочется проверить, реально ли работает там этот смеситель, реально ли работает полуавтомат, и если там еще парни из ТСС как бы, ну, определятся с этим, потому что почему-то все мне говорят, слушай, ну, чувак, ты, наверное, только по аргонно-дуговой сварке. Я говорю, нет, аргонно-дуговая это самый тот, который процесс у меня лучше всех получается, и понимание есть. Но также могу и про полуавтомат, и также там про ручняк. Кстати, где? Я вот себе такую штуку прикупил. Ну, надо будет О, поменять. Если я на о. держаке, да, есабовская, блин, вообще тема. Вот я на самом деле больше всего люблю именно такие винтовые держаки, потому что это крутая штука. Вот опять же, я работал там сварщиком 5 лет там на нефтегазе, на трубах, на вахтах, у меня там НАКСы там и так далее, все это есть, такие категории, А клеймо. как же вот это Ну, вот, да, вот такая вот, это полная хрень. вечное? И прищепка тоже, это полная хрень. Для профессиональных Прищепка работ, для херня. хороших качественных швов, для того, чтобы удобно было работать и красивые шовчики ложить, качественные, там, чтобы рентген проходили. Вот только вот такие держаки. И опять же, я там работал в крутых разных фирмах, всякие там Роснефть, Газпром и так далее. Во, вот тут хрень полная вообще надо выкинуть. Ну, это я про держак, конечно. Я по... Знаешь почему? Ну, я, наверное, блин, хотелось бы, конечно, может, и видео засниму. Почему я сделал выбор вот в пользу вот этого всего дела? Потому что ты, когда вставляешь сюда электрод, у него есть только, ну, тут несколько таких проточек, где по 90 Знаю, знаю, градусов и знаю. по 45. Иногда бывает, хочется, вот, знаешь, вот так вот в процессе его подогнуть, либо как-то выгнуть в дугой, либо ты, когда задавливаешь, у тебя может электрод съехать. То есть ты должен в руке ориентировать эту прищепку так, чтобы там загнуть. Тут ты его, короче, зажал электрод, выгнул как тебе надо, и, короче, можешь туда прям если надо, поддавить. Но И если еще, кто-то сварщики знает. согласен, еще большой плюс. Первое– это безопасность, потому что на всех крупных фирмах, на всех, ну то есть с прищепками нигде нельзя работать. Естественно, самодельные держаки тоже нельзя работать. А тут почему безопасность? Потому что, грубо говоря, если ты его положил на металл, на трубу, на куда угодно, он тебя не будет искрить, потому что все как бы, ну как, нету у нас короткого замыкания. А второе, очень важная фишка, это центр тяжести. У прищепки центр тяжести все равно там, где эта ручка.
И когда ты вот в хорошем положении, ты варишь там в лодочку или еще что-нибудь, да, ты можешь и с прищепкой сварить, но когда ты варишь трубу, когда ты там корень поднимаешь там снизу вверх, как бы идешь в центр тяжести, это очень сильно влияет и для удобства, и он еще легкий сам по себе. Короче, вот в самом деле, да, у него есть минус то, что приходится менять его раз там в 3 месяца, если ты постоянно там, если 8 стыков в смену, там тысячевки делаешь. Это нормально, он того стоит, и как бы... Мне лет на 5 хватит. Вот именно что. Он тут раздвинут, я его просто подготовил для что, ну, просто вот эта часть, она прям сюда плотненько подходит. И второй еще момент, почему когда свариваешь летом, да, у тебя бывают перчаточки, ну, подмокают, и, короче, вот через эту вещь, которая вот сюда вот выходит, тебя Я может знаю, немножко, да. да, тебя может подтрушивать там как-нибудь. Ну, поэтому вот эта вещь, она реально, вот, ну, нигде нет никаких вот этих вот элементов, и просто так, если здесь электрода не торчит, тебя как бы не труханет, и ничего с этим не будет. Это Поэтому, выбор профессионала, да. ну, спасибо. От такого человека такие слова, блин. Так, там Так что, вопрос какой-то мне задали про Хелви. Хелви — это итальянское оборудование, зелененькое такое, типа, что я там о них знаю и так далее. Короче, про Хелви скажу. В 2015 году это была хорошая фирма, да, это Италия, но это маленький завод. У нас в России не официальный дистрибьютор, а есть компания, которая их официально завозит, ну, как, точнее, не официально, ну, наверное, официально, хрен его знает. В общем, оборудование продается мало, оборудование, да, европейское, ну, хотя сейчас 2023 год, честно не скажу. В 2015 году они были классные ребята, сейчас по технологиям они отстали, ничего такого там сверхвыдающегося, крутого у них нету. Ну, мое мнение как-то. Я бы вот лично себе вообще бы Huawei даже не рассматривал. Опять же, там ничего личного, это просто губо личное мнение. Продают мало, оборудование не совсем технологичное, есть бренды из Италии, из Европы, из Китая, там, где гораздо больше функций, технических характеристик и так далее. Тут полуофициальный дистрибьютор какой-то. Дмитрий Нинартович, приветствую! Это мой одногруппник. Димас, привет. Да, вот по поводу аппаратов, это знаешь, вот эта вот история, и она, во-первых, как бы, знаешь, ну еще вкусовщина. Вот прям очень-очень много раз хотелось, ну как, это мечты, это не то, что я к этому иду, а вот знаешь, там взять очень много аппаратов, ну, различных брендов, там, Pronews, Миллеры, там, Сиборы, Кемпи, EVM, Свароги, Гроверсы, ПТК, ТСС, что там новое еще есть, да, вот так вот, короче, ширму поставить и от них вытащить только горелку. Ну, горелки все поставить одинаковые. Агни, чтобы все мучились, короче, с клюшкой. Блин, ну, ладно. Поставить и, знаешь, как бы выявить реально профессионализм, да, какой-то. Вот именно пожужжал, вот шовчик положил на одном, и вот так вот постов 10-15 сделать, и аппараты плюс-минус там все, ну, с одной категории. И если человек, короче, все там отгадывает, что это кедр, да, это кедр. Ни один, блядь, все не отгадают. Ну, лично мое такое мнение. Да, ты можешь угадать, потому что, поджиг, да-да-да, вот я на этом отработал 5 лет. Вот это вот характерно, вот этот поджиг, это вот этот аппарат. Все, ты один угадаешь, все остальные у тебя будут вот из 10, ну, 10, мне кажется, вот никто не угадает. Ну, либо какой-то упоротый, вот прям, который вот на всем, вот на всем попробовал. Это, как говорил Будда, то, что не верьте ничему, что вам говорят. Абсолютно не верьте. Это убеждение, да все что угодно, там, то, что вам навязывают, либо рекламируют. Только свой личный опыт. Когда вы на своем личном опыте это пройдете, тогда вы можете удостовериться в этой информации. Ну, то есть это я говорю про оборудование, опять же. То, что все рассказывают. Будда был, наверное, хорошим парнем, потому что я тоже говорю, что есть такое, называется, критическое мышление, да, вот подвергнуть все анализу, реально попробовать сделать свой вывод, потому что, знаешь, я как-то всегда приводил этот пример, ну, когда там для одного хорошо, для другого не сильно. Это когда, знаешь, этот анекдот, когда там на дерево залез, там, ну, где-то в ауле там залез на дерево, имена сейчас не буду называть, мало ли там кто-то обидится, и слезть не может. Ай, помогите, помогите. Ну, там деревня собралась, это такие, что? Он говорит, не могу слезть. Один такой, я знаю, что надо делать. Тащите веревку, притащили веревку. Блин, кинули ему, поймал. Обвяжи вокруг себя, обвязал. Тянем. Тот бах, на землю треснется. Такой, что вы наделали? Что ты, говорит, сделал? Ой, я не знаю, меня так с колодца доставали. Как бы понял, поэтому что для одного будет абсолютно рабочим вариантом, да, и еще вот эта вот история, когда парни там смотрятся,
Ну, это про сварочную тематику, там в Ютубе там сидит там блогер там или еще кто-то, вот он там варит такими шовчиками, ну, что это Сибора, да? В натуре Сибора, видишь, там вот там Да, 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 да. на пятом этом есть там якобы на подрез, но подреза не было, потому что там все это втащило. Ну, на самом деле, как бы, это я ерничаю, но с той стороны, что ребята насмотрятся, и как бы зерно попадает, и они такие, ну да, ну вот посмотри. И про критическое мышление, знаешь, как бы нужно постоянно самому все пробовать. Если у меня это получилось, да, или у кого-то получилось, или когда это получается реально у всех, тогда ты, ну, в натуре, да, как бы, а у меня не получилось. Но это значит не аппарат может плохой, а может ты как бы криворукий, блядь. Ну, критическое мышление и анализ – это вот те инструменты, которые доступны абсолютно любому. То есть на веру воспринимать все, ну, может быть, тебе дороже. Как эти отзывы под Алиэкспрессом. Да, 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 Начитался, да, да. купил, а получилось, что это китайцы на полурусском там писали сами себе отзывы. В общем, такие дела. Игорь, мы уже с тобой Да, тут целый час. да, Я предлагаю завершать немножко. Как ты смотришь давай, на то, чтобы через недельку, давай на твоем YouTube-канале уже также поговорим про давай, сварку, какую-нибудь тему крутую давай. выберем. Ну, давай, без проблем. Я за любой кипиш, ты же знаешь, я с тобой прям вообще вот, мне кажется, только вот немного таких людей, с которыми можно на одной волне, что, знаешь, что называется, прям вот как бы без каких-то вот этих шор, да, там, запретных тем, там, всего остального, как бы, пожалуйста, через неделю легко. Тогда хочу поблагодарить всех подписчиков, которые нас посмотрели и будут смотреть. Хочу поблагодарить Игоря, то, что он согласился сегодня побеседовать целый час, даже больше про сварку. Мы встретимся через неделю. Под этим видео будет YouTube-канал и все группы Игоря. Короче, подписывайтесь, через неделю встречаемся там. И также будем говорить про сварку. И анонсируем там, я шот запишу видео, там, когда там конкретно будет, и также Игорь там у себя сделает. Да, и если, ну, кто здесь будет смотреть, зрители, напишите тоже удобное для вас время, потому что временной, ну, разница, да, есть. У меня, допустим, сейчас это половина шестого, 17:35, у тебя уже 9:35. вот. Так что спокойной ночи, малыши, наверное, уже прошли. Да-да-да, вот и я Пожалуйста. переживаю. Ладно, это шутки. Ну, да, давай завершать. Очень, очень рад, что позвал. В общем, в следующий раз на моем канале также посидим, что называется, обсудим, пообсуждаем. Давай, давай, давай. Все, Игорь, желаю тебе хорошего дня, всем подписчикам Да, хорошего дня. Юрий, сейчас вас веду вместе, ну, перекину друг другу контакты, там спишитесь и так далее. Все, Игорь, да. пока. Всем пока, Пока. хорошего дня. Пока-пока. Все, давай, покедова.